закон невезения. Для того, чтобы научиться управлять реальностью, необходимо, по крайней мере, разобраться в механизме ее формирования. Каждый человек самым непосредственным образом создает слой своего мира, но по большей части он не понимает, как это происходит. Человек стремится к тому, чтобы все было так, как я хочу. Он пытается применить к миру свой незамысловатый принцип: куда поверну, туда и поеду. Где поднажму, там и прогнется. Но мир почему-то не желает подчиняться. Более того, человек поворачивает в одну сторону, а его несет совсем в другую. Надо бы призадуматься: если реальность ведет себя так неадекватно, значит нужен иной подход. Может, она подчиняется совсем другим законам, но человек не хочет остановиться, чтобы оглядеться вокруг, и продолжает упрямо гнуть свою линию. В результате такого творчества получается слой мира, в котором все не так, как я хотел. Напротив, многое происходит именно так, как я не желаю. Какая-то странная, капризная, несговорчивая реальность. Нередко возникает ощущение, что мир ведет себя как будто назло. Неприятности словно притягиваются необъяснимой силой. Опасения сбываются, худшие ожидания оправдываются. Нас неотступно преследует то, к чему мы питаем неприязнь и чего стараемся избежать. Почему так происходит? В начальном курсе трансерфинга уже говорилось о том, почему выходит так, что вы получаете то, чего не хотите, особенно если это не желание неистово. Ненавидите или опасаетесь всем сердцем, значит, внешнее намерение предоставит вам все это в избытке. Энергия мыслей, рожденных в единстве души и разума, воплощает потенциальную возможность в действительность. Другими словами, сектор пространства вариантов, соответствующий параметрам мысленного излучения, материализуется, если чувства души едины с мыслями разума. Но это не единственная причина реализации худших ожиданий. Вообще жизнь без проблем является нормой. Все складывается хорошо и гладко, если двигаться по течению вариантов, не нарушая равновесия. Природа не любит тратить энергию впустую и не расположена строить козни. Нежелательные обстоятельства и события происходят в результате того, что избыточные потенциалы вносят искажения в окружающую энергетическую картину, а отношения зависимости еще больше усугубляют дело. Избыточные потенциалы возникают, когда каким-либо качествам придается излишне большое значение. А отношения зависимости складываются между людьми в том случае, если они начинают друг с другом себя сравнивать, противопоставлять и ставить условия типа «если ты так, тогда я так». Сам по себе избыточный потенциал не так страшен до тех пор, пока искаженная оценка существует безотносительно, сама по себе. Но как только искусственно завышенная оценка одного объекта ставится в сравнительное отношение с другим, возникает поляризация, порождающая ветер равновесных сил. Равновесные силы стремятся устранить возникшую поляризацию, и действие их в большинстве случаев направлено против того, кто эту поляризацию создал. Вот примеры безотносительных потенциалов: «Я тебя люблю», «Я люблю себя», «Я тебя ненавижу», «Я себе противен», «Я хороший», «Ты плохой». Такие оценки самодостаточны, поскольку не основаны на сравнении и противопоставлении. А вот примеры потенциалов, построенных на отношениях зависимости: «Я тебя люблю при условии, что ты любишь меня», «Я люблю себя, потому что я выше всех вас», «Ты плохой, потому что я лучше», «Я хороший, потому что ты плохой», «Я себе не нравлюсь, потому что я хуже всех», «Ты мне отвратителен, потому что ты не такой, как я». Разница между первой и второй группой оценок очень большая. Оценки, основанные на сравнении, порождают поляризацию. Равновесные силы устраняют эту неоднородность путем столкновения противоположностей. Точно так же противоположные полюса магнитов притягиваются друг к другу. Именно поэтому неприятности лезут в жизнь так назойливо и будто нарочно. Например, в супружеских парах соединяются, казалось бы, несовместимые личности, словно в наказание друг другу. В различных коллективах всегда найдется хоть один человек, который будет вам чем-то досаждать. Законы Мерфи, или по-нашему, подлости, имеют ту же природу. Ну а зловредные соседи стали,
вообще неотъемлемым условием всякого сожительства. Пример с досаждающими соседями хорошо иллюстрирует эффект поляризации. Данный вопрос, несмотря на свою обыденность, имеет самое непосредственное отношение к области метафизики. Проблема состоит в том, что одни люди мешают спокойно жить другим. Но почему? Почему всегда и везде находятся плохие дяди и тети, которые не дают покоя хорошим? Что же получается, люди разделены на два лагеря? Однако если провести опрос, к какому лагерю вы себя относите, лишь очень немногие признают себя плохими. Ваши соседи в большинстве своем такие же нормальные люди, как и вы сами. Тенденция создается ветром равновесных сил, который дует в сторону вашей неприязни. Направление ветра определяется таким вот подлым принципом: все, что вам не нравится, будет с вами. Кто-нибудь может возразить: да какие там, к лешему, равновесные силы. Эти люди просто совесть потеряли, вот и все, и не о чем здесь философствовать. Но я вам сейчас докажу, что это не пустая философия. Допустим, вам досаждают ваши соседи. А вы им досаждаете? Скорее всего, нет. А почему? Да потому что они такие и сякие плохие, а мы не такие, скажете вы. Но просто плохих или хороших людей не бывает. Любая оценка относительна, поскольку рождается в сравнении и противопоставлении. Все-таки почему вы не досаждаете своим соседям? Мой ответ вам покажется неожиданным: вы не досаждаете своим соседям, потому что им на вас начихать. То-то и оно, скажете вы, потому они и плохие, что совесть совсем потеряли. Вот этим отношением вы и включаете поляризацию, словно электромагнит, который будет притягивать к вам все новые напасти со стороны соседей. А с них как с гуся вода, потому что вы для них не представляете интереса. Им не приходит в голову давать вам сравнительные оценки, то есть вступать с вами в отношения зависимости. И в этом смысле им на вас начихать, они не придают вам значения и не включают в слой своего мира, а потому и не страдают. Соседи не имеют поляризации по отношению к вам до тех пор, пока заняты своими заботами и не обращают на вас особого внимания. Но стоит им придать значение вашему соседскому существованию и начать сравнивать, как сразу же выяснится, что вы не такие, как они. И если это их возмутит и тронет за живое, вы сами начнете им досаждать. Из хороших вы превратитесь в плохих соседей. А дальше будет происходить еще более невероятное. Вы начнете доставлять им неприятности таким образом, что вам и в голову не придет, что это кому-то мешает. Вы будете досаждать своим соседям, сами того не осознавая. Точно так же им сейчас не приходит в голову, что они досаждают вам. Шумовые эффекты, например, в сожительстве – самое первое дело. Чем больше вам это не нравится, тем активнее оно будет преследовать. Хотя тишина и спокойствие – это оптимальный способ существования не только для вас, но также и для ваших соседей. Так энергии меньше расходуется. Нарушение спокойствия всегда аномалия, которая не возникает на пустом месте. Откуда же берется энергия? Шум от соседей выводит вас из равновесия, и вы начинаете их тихо или громко ненавидеть. Ваше раздражение как раз и является источником энергии. Возникают отношения зависимости, порождающие поляризацию. Неистовые чувства типа «я ненавижу этих шумливых соседей» создают мощный магнит, который будет притягивать к вам все новых раздражителей. Рядом начнут появляться новые жильцы, склонные к шумному образу существования, а старые соседи будут приобретать соответствующую аппаратуру словно специально для того, чтобы вам досадить. Еще следует учитывать, что соседи ваших соседей также вносят свой определенный вклад, и если всеобщие чувства по отношению к нарушителям спокойствия совпадают, эффект умножается. Разумеется, одним шумом приятное соседство не исчерпывается. Все зависит от того, к чему вы склонны испытывать отвращение. Они могут завалить вас мусором, задушить неприятными запахами, изрисовать стены в подъезде и так далее. А неприязнь к соседям, как человеческому виду вообще, может повлечь еще более ощутимые последствия: потоп, а то и пожар. Аналогично во всяких других случаях действует своего рода закон невезения. Предмет или свойство, которым придается особое значение,
притягивают к себе объекты с противоположными качествами. Но значение, как известно, усиливается в сравнении и противопоставлении. Если имеется один полюс, должен найтись и другой. Поляризация создает магнит для неприятностей. Притягивается все то, что вызывает неприязнь, все, что раздражает, преследует. Все, что крайне нежелательно, случается. И здесь нет никакой мистики, это закономерно. Поляризация искажает энергетическую картину и порождает вихри равновесных сил, в результате чего реальность отражается неадекватно, словно в кривом зеркале. Человек не понимает, что патология является следствием нарушения равновесия и пытается бороться с окружающим миром, вместо того, чтобы устранить поляризацию. А требуется всего лишь выполнить основное правило трансерфинга – позволить себе быть собой, а другому быть другим. Необходимо отпустить мир на все 4 стороны. Ослабить свою хватку. Чем больше вы настаиваете на своих желаниях и претензиях, тем сильнее магнит, привлекающий все противоположное. Происходит буквально следующее: вы держите мир за горло, а он противодействует, пытаясь освободиться. Давить и настаивать бесполезно, ситуация еще больше усугубится. Вместо этого необходимо осознанно изменить свое отношение к ситуации в соответствии с правилом трансерфинга. Например, постарайтесь хотя бы на некоторое время выкинуть соседей из головы, перестаньте их осуждать, притворитесь, что их просто не существует. Скажите себе: да пес с ними. Просто выбросьте их из слоя своего мира.